Нитки акрил 330 метров в 100 граммах. Вязать буду 2 нитки. Это получается 165 метров в 100 граммах. Спицы 3 и 5. Раппорт узора 16 петель в ширину и 16 рядов в высоту. Набираю обычным способом 16 петель плюс 2 краевые, 18 петель. Вначале вяжу 2 подготовительных ряда. Первый ряд – лицевая сторона работы. Первую краевую снимаю, потом все лицевые, последнюю провязываю изнаночной. Второй ряд – изнаночная сторона работы. Первую снимаю, далее вяжу изнаночными петлями. Последняя краевая изнаночная. Узор начинаю вязать с третьего ряда. Первый ряд узора. Первую петлю снимаю. Дальше раппорт узора. 2 лицевые, 6 петель перекрестить направо, 3 петли оставляю на дополнительной спице за работой. Провязываю 3 следующие лицевые петли. Потом провязываю 3 петли лицевой с дополнительной спицы. Шесть петель перекрестить налево. 3 петли оставляю на дополнительной спице перед работой. 3 лицевые. Потом провязываю с дополнительной спицы 3 петли лицевыми петлями. Две лицевые. Раппорт закончила. 1 изнаночная краевая. Второй ряд и все четные ряды – это изнаночная сторона. Одну краевую снимаю, накид на себя. Дальше вяжу 16 петель раппортом по рисунку. В этом ряду все петли изнаночные. В четных изнаночных рядах добавляю по 1 петли с 2 сторон раппорта. Опять накид на себя. 1 краевая изнаночная. В ряду добавила я 2 петли. Третий лицевой ряд. Первую петлю снимаю. Накид. Это добавленная петля. Вяжу ее изнаночной. Дальше по раппорту все петли лицевые. Добавленные петли не входят в раппорт узора. Я их всегда с лицевой стороны провязываю изнаночными, с изнаночной стороны лицевыми. Закончила раппорт узора. Теперь добавленную петлю вяжу изнаночной. В конце 1 изнаночная краевая. На спице 20 петель.
Четвертый изнаночный ряд. 1 краевая. Добавленную ранее петлю провязываю лицевой. Теперь 1 петлю добавляю с помощью накида на себя. 16 изнаночных петель. Все добавленные петли с изнаночной стороны вяжу лицевыми. После раппорта добавляю новую петлю. Добавленную ранее петлю опять провязываю лицевой. 1 краевая изнаночная. В изнаночных рядах всегда перед раппортом и сразу после раппорта делаю накид на себя для расширения полотна. 5-й ряд узора вяжу как 3-й. Первая петля краевая. 1 изнаночная. Все добавленные петли вяжутся на лицевой стороне изнаночными, на изнаночной лицевыми. Накиды обязательно провязываю изнаночными петлями. 16 петель вяжу по раппорту. В этом ряду я их вяжу лицевыми, как в 3-м ряду. В конце краевая и изнаночная. На спице 22 петли. 6-й ряд и все четные изнаночные ряды вяжу как 4-й. После краевой лицевые петли до начала раппорта. Это будут все добавленные петли. Сейчас у меня 2 петли перед раппортом. Делаю накид и таким образом добавляю еще петлю. 2 петли в каждом изнаночном ряду добавляю обязательно перед и после провязывания 16 петель раппорта. 7-й ряд узора вяжу тоже как 3-й. Первая петля краевая, 2 добавленные изнаночные петли. Накид провязываю изнаночной петлей. 16 петель узора вяжу по раппорту. В этом ряду я их вяжу лицевыми, как в 3-м. Вяжу накид изнаночной петлей. 2 добавленные петли вяжу изнаночными. Краевая, изнаночная. На спице у меня 24 петли. 8-й ряд и все четные изнаночные ряды вяжу как 4-й. После краевой 3 добавленные петли лицевыми. Всегда в изнаночном ряду добавляю новую петлю с помощью накида на себя. 16 петель раппорта по рисунку. Делаю накид на себя. Потом 3 новые добавленные вяжу лицевой петлей. Добавленные петли вяжу на лицевой стороне изнаночными, на изнаночной стороне лицевыми. Накиды обязательно провязываю изнаночными петлями. 9-й ряд. Лицевая сторона. 1 краевая. 3 добавленных петли вяжу изнаночными петлями на лицевой стороне. На изнаночной стороне буду вязать их лицевыми. Накид провязываю изнаночной петлей. Теперь вяжу узор. 2 лицевые. 6 петель перекрестить налево.
3 петли снимаю и оставляю на дополнительной спице перед работой. Провязываю 3 следующие петли. Затем провязываю 3 петли лицевой с дополнительной спицы. Шесть петель перекрестить направо. 3 петли оставляю на дополнительной спице за работой. 3 лицевые. Потом провязываю 3 петли с дополнительной спицей. Две лицевые. Раппорт закончен. Накид провязываю изнаночной петлей. 3 добавленные петли изнаночными петлями. Одна изнаночная краевая. У меня 26 петель. 10 ряд и все четные ряды вяжу как второй ряд. Это изнаночная сторона работы. В четных изнаночных рядах добавляю по одной петли с двух сторон узора. Добавила в этом ряду я 2 петли. Одну после добавленных ранее петель перед вязанием раппорта, вторую перед добавленными петлями после вязания раппорта узора. Так делаю в каждом изнаночном четном ряду. 11 лицевой ряд узора. Первая петля краевая, я ее снимаю. Далее 4 добавленных петель вяжу изнаночными петлями. Накид провязываю тоже изнаночной петлей. Теперь узор, который состоит из 16 петель. 4 петли перекрестить направо. Надо 2 петли снять и оставить за работой. Провязать 2 лицевые. Потом 2 лицевые, которые были сняты на дополнительную спицу. Одна изнаночная петля. 6 лицевых петель. Одна изнаночная петля. 4 петли перекрестить налево. 2 петли снять и оставить на дополнительной спице перед работой. Провязать 2 петли лицевой.
Потом лицевыми провязать 2 петли с дополнительной спицы. Раппорт узора закончила. Накид провязываю изнаночной. Добавленные 4 петли также провязываю изнаночными. В конце ряда краевая изнаночная. На спице 28 петель. 12 ряд. Одну краевую снимаю, добавленные 5 петель вяжу лицевыми, накид на себя, 4 изнаночные, одна лицевая, 6 изнаночных, одна лицевая, 4 изнаночные. Вяжу по рисунку. Где лицевые, там лицевые. Где изнаночные, там изнаночные. После раппорта накид на себя. 5 лицевых, одна краевая изнаночная. И все четные изнаночные ряды вяжутся так. 13 ряд. Первую петлю снимаю. Добавленные 5 петель вяжу изнаночными петлями. Накид провязываю изнаночной. Все накиды провязывать надо изнаночными. 4 петли лицевыми. Одна изнаночная. 6 лицевых петель. Одна изнаночная. 4 лицевых. После раппорта накид изнаночной петлей. 5 изнаночных, одна краевая изнаночная. На спице 30 петель. 14 ряд. Вяжу как 12. Одну краевую снимаю, 6 петель лицевыми, накид на себя, 4 изнаночные, одна лицевая, 6 изнаночных, одна лицевая, 4 изнаночные,
Где лицевые, там лицевые, где изнаночные, там изнаночные. После раппорта накид на себя 6 лицевых. В каждом новом изнаночном ряду в начале раппорта и в конце увеличивать на 1 петлю с помощью накида. 1 краевая изнаночная. Пятнадцатый ряд. Это лицевой ряд, вяжу его как 11. Первая петля краевая. Вяжу изнаночными петлями. Накид провязываю изнаночной. 4 петли перекрестить. Надо 2 петли снять и оставить за работой. 2 лицевые. Потом провязать 2 лицевые, которые были на дополнительной спице. Одна изнаночная петля. 6 лицевых петель. Одна изнаночная. 4 петли перекрестить налево. 2 петли снять и оставить на дополнительной спице перед работой. Провязать 2 петли лицевой. Потом лицевыми провязать 2 петли с дополнительной спицы. Раппорт узора закончила. Накид вяжу изнаночной. Добавленные 6 петель также изнаночными петлями. В конце краевая изнаночная. На спице 32 петли. 16 ряд вяжу точно так же, как 12. В изнаночных рядах добавляю по 1 петли с 2 сторон до тех пор, пока не будет 48 петель. Узор начинаю с первого ряда. Провязала 31 ряд. Теперь буду вязать последний 32. В этом ряду добавлять петель не буду. Наоборот, перед вязанием мыска мне надо убавить 1 петлю. Убавлять буду посреди раппорта узора. Первую кромочную снимаю. 15 лицевых добавленных петель. Семь петель узора по рисунку. Потом вместе 8 и 9 петля узора. Еще 7 петель узора.
15 лицевых добавленных. Убрала посередине одну петлю, потому что мне надо для формирования мыска нечетное количество петель. 47 петель. 11 сантиметров от начала вязания. Приступаю к вязанию мыска. У меня 47 петель. Делю их на 3 таким образом: 16, 15 и 16. Первую краевую петлю снимаю. Дальше вяжу 16 петель изнаночными петлями. Четырнадцать центральных петель мыска вяжу лицевыми петлями. Мысок буду вязать на средних 15 петлях, захватывая по одной петле боковых. Пятнадцатую петлю провязываю лицевой вместе с боковой петлей. Поворачиваю работу на изнаночную сторону. Первую кромочную снимаю. Вяжу 13 изнаночных петель. С кромочной это будет 14. Последнюю петлю, это 15-я петля мыска, провязываю вместе изнаночной с боковой петлей. Поворачиваю работу на лицевую сторону и вяжу по такому же принципу, как я вязала первый лицевой ряд мыска. Первая петля краевая, снимаю ее, потом 13 лицевых, пятнадцатую петлю и первую петлю боковой части провязываю вместе лицевой петлей. Повернула вязание. Изнаночный ряд. Вяжу так, как вязала раньше. Таким образом формируется мысок. Вяжу до тех пор, пока не закончатся боковые петли. На спицах должно остаться в конечном итоге 15 петель. Между последней 15-й петлей на мыске и первой боковой промежуток, поэтому сделать ошибку невозможно. Вяжу последний ряд мыска. Закончила вязать мысок. От начала вязания мыска 8,5 сантиметров. Теперь буду вязать боковые части слитка. Нить отрезала. Боковые части вяжу вместе с подошвой. Набираю с лицевой стороны с одного бока 17 петель на дополнительную чулочную спицу. Такого же размера, как и вязала. 3,5. Набор делаю с помощью крючка. Набираю петли с кромочных
дошла до подошвы. Провязываю 15 петель подошвы лицевыми на новую чулочную спицу. На третью чулочную спицу с другой стороны также набираю 17 петель. Вязание поворачиваю на изнаночную сторону. Беру круговые спицы, которыми вязала раньше, и вяжу на изнаночной стороне так. Первую петлю снимаю, потом 16 петель лицевыми. Для страховки я использую маркеры. Довязала до подошвы. С подошвы провязываю на круговые спицы 15 изнаночных петель. Подошву буду вязать чулочной гладью. На изнаночной стороне изнаночные петли, на лицевой стороне лицевые петли. Провязываю лицевыми петлями боковые 16 петель, которые буду вязать платочной вязкой. Последняя краевая петля провязываю изнаночной. На спицах должно быть 49 петель. По 17 петель боковые части и 15 петель центр. Опять вязание повернула и буду вязать лицевую сторону. Первую снимаю. 16 петель лицевые платочной вязкой. Пятнадцать петель подошвы, тоже лицевые, чулочной гладью. Потом 16 петель лицевыми платочной вязкой. Последняя 17-я петля краевая, изнаночная.
Вязание повернула. Изнаночный ряд вяжу так, как уже вязала. Первую снимаю. 16 петель лицевые платочной вязки. Пятнадцать петель изнаночными чулочной гладью. Боковые 16 петель платочной вязки. Вяжу их лицевыми. Последняя петля изнаночная, она краевая. Лицевые ряды четные, изнаночные нечетные. И так вяжу до пятки. Вяжу последний ряд перед вязанием пятки. Закончила вязание на изнаночной стороне. Довязала до пятки. У меня 35 рядов. От начала вязания боковых частей 10 сантиметров. От начала мыска до конца вязания 20 сантиметров. Теперь перехожу вязать пятку. На спицах 49 петель. Я их распределяю так. По 17 петель на боковые части, 15 петель на пятку. Первую петлю снимаю. Провязываю 16 петель до пятки. Пятку вяжу на средних 15 петлях, захватывая боковые по одной петли. Вяжу 14 лицевых петель пяточных. Последнюю 15-ю петлю провязываю лицевой петлей вместе с первой петлей боковой части. Вязание поворачиваю. Изнаночная сторона. Первую петлю снимаю. 13 изнаночных. С краевой это будет 14 петель. 15-ю петлю провязываю вместе изнаночной с первой боковой. Вязание повернула на лицевую сторону. Первую петлю сняла, потом 13 лицевых. Последнюю петлю провязываю лицевой с первой боковой. Принцип точно такой, как вязала мысок. На изнаночной стороне изнаночные петли. Провязываю 2 вместе изнаночные. Так вяжу, пока на боках с двух сторон не останется по 3 петли. Закончила вязать изнаночный ряд. На спице 21 петля. В последнем ряду вяжу 14 лицевых петель.
не довязывая 1/15. В конце ряда провязываю вместе лицевой 15 петлю и с боковушки не 1 петлю, а 3, то есть 4 петли вместе. Вязание поворачиваю. Краевую сняла. Далее вяжу 13 изнаночных петель. И в изнаночном ряду также в конце провязываю 15 петлю центра и 3 петли боковушки изнаночной петлей. Осталось 15 петель. В следующем ряду их закрою. Первую петлю провязываю лицевой петлей, следующую также провязываю лицевой и перетягиваю первую через провязанную. Так продолжаю до конца ряда. Последнюю петлю не затягиваю. Теперь буду делать обвязку верха слитков. Беру крючок тройку. В каждую кромочную столбики без накида по краю слитка. До начала вязания боковой части 17 столбиков без накида. На центре слитков 3 столбика с одной стороны, один центральный столбик без накида и 3 столбика без накида на другой стороне. Итого по центру 7 столбиков без накида. С другой стороны, от начала боковой части, также вяжу 17 столбиков без накида. Довязала до пятки. На пятке вяжу 9 столбиков без накида. Первый столбик провязываю первую петельку пятки. Остальные столбики без накида вяжу через одну петлю. Последнюю петлю тоже провязываю столбик без накида. Итого 9 столбиков без накида должно быть на пятке. Второй ряд обвязки. Воздушная петля.
Отметила ее маркером, чтобы ее было видно. Обвязываю столбиком без накида. Вяжу каждый новый столбик в столбик без накида нижнего ряда. В конце ряда соединительная петля, первую воздушную петлю, которая у меня отмечена маркером. Третий ряд обвязки. Соединительная петля, 2 воздушные петли. Опять в эту же петлю соединительная петля. Следующую нижнюю петлю пропускаю. Соединительная петля, 2 воздушные петли. Опять туда же, где и раньше, соединительная петля. Пропускаю одну петлю. В следующую соединительная петля, 2 воздушки, соединительная петля. Так вяжу до конца ряда. Нить обрезаю. Беру иглу и прячу нитки. Протягиваю внутри вязания в одну сторону, потом в другую. И еще раз в противоположную сторону. Таким образом, нить закрепляется надежно. Слитки связала. Связать их совсем не трудно. Вяжите и носите с удовольствием. Подписывайтесь на канал. Впереди планирую снимать много видео. До свидания, до новых встреч.